Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, лайки, подписки, за то, что делитесь своими историями. Благодаря этим историям, может быть, кто-то из девочек не совершит какую-то очередную роковую ошибку. Ту ошибку, которая будет раскаиваться потом долгие годы. Это все очень ценно. Ваша информация, ваш жизненный опыт. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто грезит вами? Готов ли сделать первый шаг? Сегодня мы попытаемся узнать, кто этот человек и реально его потенциал на проявление, да, проявление в вашей жизни. Для начала я делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы, если вы во время расклада понимаете, очень похожа на вашу сестру, подругу, то есть шанс посоветовать это видео, посмотреть. И может оно будет им полезно и интересно. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Что у нас тут за ограничения какие-то? Ё-моё, какие-то карты такие чудные. Тут вроде как показывают и девушка красавица, а по карте принцесса это высокая ваша оценка. Это сродни классике императрицы. То есть тут уважение к себе, уважение к окружающим, интеллект, внешние данные. Уж не знаю, девочки, ну всем наделены, все по принцессе, тут высший пилотаж. При всем при этом какие-то карты такие, говорящие о том, что вы как в ограничении, как в клетке какой-то находитесь. Для кого-то клетка — это какие-то собственные страхи, убеждения, предубеждения, какой-то печальный, может быть, опыт в прошлом, который не дает вам, может быть, достигнуть желаемого результата, куда-то там на какой-то новый уровень перейти. У кого-то это реальное ограничение, ну, мало ли, да, бывают. Начнем. Не приведи, Господи, физические какие-то ограничения, материальные. У кого-то, допустим, в отношениях вы длительное время, и нет силы разорвать эти отношения, хотя уже не получаете, допустим, любви, заботы, внимания, и такое ощущение, как будто бы не свою жизнь проживаете, а все равно находитесь там почему-то, потому что не до конца, может быть, что-то осознали, или страх перемен, у каждого свое. По карте презент тут женщина вообще на вас характеристика, сама по себе подарок. И в принципе, вот так вот даже по этим картам смотришь, думаешь, ну радуйся этой жизни, у тебя сколько всего есть. Правда, может быть, как-то от этих ограничений избавляться, может потихоньку, по чуть-чуть. И тут как будто бы вот эти ограничения не дают в полной мере даже вам радоваться этой жизни, раскрыть это свой потенциал, где-то шагнуть во что-то новое. Да, когда у нас там захламлен, уж не знаю, там наша жизнь захламлена чем-то старым, ненужным, но у нас и нет возможности, у кого возможности, нет смелости от этого избавиться, то очень глупо и наивно полагать, что придет в нашу жизнь что-то новое. Как мы можем это впустить в свою жизнь, если у нас уже все под завязку забито тем, что уже оно как бы и не приносит радости, и смысла в этом нет, но мы с этим не прощаемся. Ну, у кого-то так метафорически я изъясняюсь, но вы поняли, да, суть. Это может касаться работы какой-то. На работе вы прекрасно понимаете, боже мой, это вообще не мое. Ну, какая-то зона комфорта. Лучше уж так, чем как-нибудь. Так. И в голову не приходят примеры там, где люди шли, начинали там новое дело, новую какую-то реализацию, новые какие-то искали вакансии даже, да, вот так подбирали. Может быть, даже не общайтесь с людьми, которые вот так вот где-то рисковали даже, но по факту потом выигрывали и получали, пусть не с первого, не со второго раза, но получали и желаемые результаты, и работу, и довольны, и счастливы. Нет, в голову приходят сразу мысли о том, что буду как это бомж на паперти стоять и вот с протянутой рукой там, или придется мне опять возвращаться на эту ненавистную работу. Ну, тут у кого-то даже такое может проиграться, девочки. Это опять-таки выход из зоны этой комфорта. Так, о чем еще? Тут вообще какая-то вот эти карты, вот эта защита, как будто бы
чуть ли не сознательно вы можете вокруг себя вот так вот выстраивать этот щит. Ну, понятно, для того, чтобы, может, больше не подпускать людей, которые там могут вас обидеть, или, в принципе, стараетесь так на вытянутую ручку даже ни с кем лишний раз не общаться, потому что ждете то ли подвоха какого-то, то ли, в принципе, ничего хорошего уже не ждете ни от социума, ни от каких-то ситуаций. Кто-то хотел бы сохранить даже то, в чем он сейчас находится, и дабы это не утратить. При этом показан потенциал сумасшедший. Я же говорю, тут и природа вас наделила. Тут все есть. При этом тут у кого-то может быть карта дом. Мой дом, моя крепость. В принципе, для вас очень важно не просто иметь дом, а какой-то очаг, там, где вы придете, сможете не просто там, как можно сказать, физически тело, да, свое расположить, а отдохнуть. Набраться этой энергии, выдохнуть, как будто бы. А у кого-то тут такое ощущение, как будто бы вы не можете в полной мере. Вы любите свой дом, вы хотели бы иметь такой дом, вот моя крепость, но вы даже дома как будто бы почему-то не можете наполниться этой энергией, не можете эти силы восполнить. Тоже что-то тут такое, может быть, в семейной жизни проблемы. Опять-таки, как будто бы мечтала вообще не об этом. Планировала совсем все не так. Какая-то сейчас может быть двойственная ситуация. Опять-таки тоже раздумываете, или так поступить, или так. На выборе стоите. Причем, кроме вас, никто не подскажет, и вы сами должны принять решение. Тут минусы есть, если вы и так поступите, и минусы есть, если по-другому поступите. Тут вот почему-то мне так оно показано. Как будто бы нужно это все хорошо взвесить и наконец-то принять это решение. Почему-то как подвешено такое какое-то состояние. Так, еще о чем вот эта карта на дуальность? Это о том, что все в нашей жизни имеет как бы обратную эту сторону. Не бывает черного и белого, но в чем это? Ну, тут у кому-то элементарно даже посоветоваться, как будто бы не то, что не с кем. Вы не ждете, даже если вы попросите совета у кого-то, ну, по поводу, там, не знаю, какой-то вашей ситуации, кто-то уже понимает, что, ну, будет какой-то то ли поверхностный ответ такой, или этот человек вообще как будто бы далек от ваших проблем, и, ну, чисто так номинально, чисто на отвяжись, может что-то там вам посоветовать. Это будет совершенно неценный совет, он вам не пригодится. Более того, даже не хотите никому о этой какой-то болезненной для вас ситуации рассказывать, потому что боитесь по карте метла каких-то сплетен, пересудов, и говорите, нафиг оно мне надо. Я, ну, плюс из-за того, что я поделюсь с кем-то, вообще ни малейшего плюса, только возможность того, что будут кости мне мыть где-то. Смысла в этом нет. И даже не делитесь ни с кем. При этом даже какое-то разочарование идет в друзьях. Карта собака, тут как болезненный опыт. То же самое, тут как будто бы урожай. Хотели бы а вы не получаете. Может быть поддержки, может быть даже в лице этих друзей вы не видите, ну, даже человека мудрого какого-то, человека, который, даже не то, что мудрого, я не говорю, что вас дураки окружают, или ваши друзья и подруги, недалекие люди, это совсем не о том. А о том, что истинный, как бы в этой ситуации какой-то мудрый совет вы не можете получить от них. Тут как карта урожая, это будет совсем не тот урожай, карта гроб. Вам самим потом придется жить в этом, с этим принятым решением, и как будто бы, ну, даже где-то с вашей стороны это не совсем правильно, правда, у них просить совета. Единственное, что вы можете там чисто там промониторить, если вот я так поступлю, какие риски, а если я вот так, тоже какие риски, если вам это нужно. Почему-то мне это показано. Так, что это за ограничения? Всё. Ситуация уже какая-то длительная по этим ограничениям. По Луне это уже длительное время. Вы, правда, как в тумане каком-то бродите и не видите выхода из ситуации. При этом не хотелось бы эту свою ценность
у кого-то элементарно, девочки, знаете, уже смотрите и думаете, правда, хоть бы не растерять то, что есть в моменте, то, чем вы обладаете. У кого-то психическое здоровье, еще кто-то говорит, я не до конца, меня расшатали его, я хочу сохранить это, у кого ментальное, да, у кого-то ну, физическое это здоровье, опять-таки, у кого-то ощущение того, что я ценна, я ж не заслуживаю, там, никто не заслуживает какого-то там токсичного, неэкологичного отношения к вам. Вот никто этого не заслуживает. И тут у вас такое, как будто бы вот почему, как какое-то ограничение, как в клетке. Тут хотелось бы яркости жизни, хотелось бы, может быть, поступать как ты хочешь, без каких-либо ограничений, без оглядки на кого было и на что было. А при всем при этом карта связанные руки. Ну, правда, действительно какие-то ограничения тут. И тут уже пытаетесь это все не просто эмоционально даже, да, разобрать, а по карте воительницы с мечом тут женщина интеллект включает, старается где-то, может быть, отстаивать себя. Ну, тут как будто бы не хватает, ну, до конца, как принятие решений. Вот в мелочах, может, уже начинаете как-то отстаивать себя, правда, рамочки, границы выстраивать, а до конца не доводите начатое, или же не готовы пока довести. Да, вот как-то так. Мне кажется, у женщины идет процесс обдумывания, как выйти из какой-то тяжелой ситуации, там, где она оказалась как заложником какой-то ситуации, каких-то обстоятельств. Это может быть рабочий момент, это может быть семейные, с родными, с близкими, с подругами. Ты чего хочешь, у каждого свое. Как будто вы сейчас обдумываете, как правильно себя повести, как выйти с минимальными потерями из этой тяжелой, опять-таки, ситуации. Как-то так, девочки. Так, сейчас. Смотрим, кто грезит вами, готов ли сделать первый шаг. Кто грезит вами. Пока не сделала расклад, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Для меня это очень важно. Это маленькая ваша благодарность за то, что вы смотрите это видео. И поставьте лайк, не стесняйтесь, товарищи. Лайки сами себя не поставят. Итак, кто грезит вами? Что это за замечательный человечек, мужчиночка? Мужчина. Ладно, не будем уменьшительно-ласкательно. Так, готов ли этот товарищ сделать первый шаг? Так. Так, кто грезит вами? Что это за человек? Готов ли он сделать первый шаг? Ну, хоть какой-нибудь там первый шаг. Да, не знаю, заговорить. Кашлянуть громко, обратить на себя внимание. Кто грезит вами, готов ли сделать этот товарищ первый шаг в вашу сторону? Так, кто грезит вами, готов ли сделать первый шаг? Всегда готов, да. Ну, вначале вы. Так, кто грезит вами, готов ли он сделать первый шаг? Так, кто грезит вами, готов ли он сделать первый шаг? Так, кто грезит вами? Интересно. Я на мужчину смотрела, а тут прям сообщество женщин. Это как? Это как? Сейчас. Кто грезит вами? Угу. Ну, вышел у меня слуга земли. Угу. Так интересно. Сейчас буду докладывать. Слуга земли. Ну, я подсознательно, да, вкладывала грезит вами. Это мужчина какой-то грезит вами. Мне прям интересно, кто грезит вами. Странное значение. Ну, я не хочу просто как-то, знаете, подтягивать ситуацию. Почему-то мне вышло тут сообщество женщин.
Так интересно. И тут слуга земли. Сейчас я на классике постараюсь уточнить, кто грезит вами. Это мужчина или женщина? Кто грезит вами? Это мужчина или женщина? Пусто. Не хотят говорить. Так, ладно. Пойдем другим путем. Трон-тон-тон. А что же мне? Ага. Ну ладно, девочки, будем пытаться по-другому. Кто грезит вами? Это мужчина или женщина? Покажите, пожалуйста. Женщина. Женщины. Девочки, так интересно. У кого-то просто разделится информация. У кого-то, как вариант, мужчина, может быть, послуга земли, затаился, где-то там сидит в засаде. Какие-то тут именно по этой карте приходит человек, который сплетни собирает, где-то может сам быть инициатором, распространителем, как серый кардинал. Опять сидит в засаде, характер такой, ближе к мерзкому. Почему? Потому что где-то может гадости наговорить, потом там и раскаивается, ну такой. Так, послуга земли, слуга земли. Но это такой товарищ, он как сидел в засаде, скорее всего, так он и будет сидеть. Почему-то вот сюда мне, если на мужчину, человек закрыт, болезненный опыт уже у него был, тут перевязана башка, так как, пожалуй, прилетало уже, пожалуй, уже были какие-то неприятные моменты у него. Он тут чистоколом отгораживается. Тут разбито сердце по 5 кубков, печаль, тоска, печаль так написано прямо на карте. На этой карте замкнутость написано. В принципе, состояние человека очень нересурсного. Тут вынужденная пауза. Мало того, что нересурсный, разочарование в любви, в эмоциональной сфере, закрытость. Мало того, так у него же еще абсолютно, вот, тут не то, что нересурсность, а энергетически человек обесточен. Лежит, вот как сложил, видите, рыцарь тут сложил он эти свои ручки и лежит. Какой-то келье набирается, как в анабиозе каком-то, сил набирается. Все, пустая карта, как будто не хотят, они говорят. То есть какой-то товарищ, я так хочу это прочесть, в вашей жизни есть. Какой-то товарищ, он грезит вами. Но при этом, тут не то, что там готовы сделать первый шаг. Тут вообще у человека нет сил даже не то, что там к вам проявляться, или как-то вообще в этой жизни проявляться. Тут у него нет сил даже для того, чтобы самому о себе позаботиться. Энергетически тут провал. Тут как в какой-то он находится яме такой прям. Тут, скорее всего, ждет, может быть, что придет спасатель, его вытащить даже из этой какой-то полнейшей Жозефины, в которую он попал. Так что тут как-то вот один какой-то товарищ у меня такой нарисовался. Ну, а если в общем смотреть, вот не зря, мне все-таки хочется, наверное, я для чистоты эксперимента я это вытащила. И я хочу это прочесть, как будто бы все-таки грезит вами грезят какая-то группа женщин. Вы являетесь для этих женщин каким-то, может быть, знаете, тут покровительство высших сил, как посланник высших сил. Может быть, это ваши подруги, может быть, родные, но тут прям вот женщины. И женщины уже такие, как можно сказать, ну, не совсем юные, женщины, которые уже состоялись в этой жизни. Многие из них по королеве Пентаклей, женщины, у которых там даже не обязательно достаток, более-менее какая-то присутствует стабильность. Кто-то замужем, кто-то был замужем, может быть, знаете, такие где-то даже уже, не буду говорить циничные, но где-то разуверились даже, может быть, в любовной сфере. И стараются, вот прям то, как я говорила, хотя бы сохранить то, что у них есть. Если это там женщины замужние и детки есть, то могут там какие-то моменты такие, может быть, не совсем счастливые в личной жизни, эмоционального наполнения нет, прям эйфории какой-то. Но если есть материальная стабильность, могут женщины оставаться в отношениях хотя бы ради того, чтобы там это все было стабильно, и деткам дать какую-то в жизни, опять-таки, поддержку, опору.
Почему-то мне показано, что женщины эти переживали много боли, страдания. Прям вот видите, крики. Тут женщина кричит от боли. Карта штурвал, эти женщины. Мне такое идет, как будто бы тут 4 изображены, но это сестринство. Ну, может быть, 2, 3. Женщин, которые стараются сейчас свою жизнь как-то выстроить, вот, перехватить этот штурвал управления этой своей жизнью, куда-то выйти на какой-то, может быть, новый уровень, во что-то новое. При этом карта правосудия все равно тут мне хочется это считать как семейная жизнь. Прям вот такое у меня ощущение, как будто бы женщины, которые где-то не особо счастливы в семейной жизни, или столкнулись с какими-то проявлениями такими, где они задумались о том, по карте штурвала правосудия, а насколько им необходимо находиться там в этом союзе, в браке, насколько им там комфортно. Тут карта механизм, тут страхи, шторм. Опять-таки плюсы того, что они находятся в этом каком-то союзе, браке, в каком-то тандеме, да, оно работает как механизм, уже налажено. То есть, если ты априори идешь во что-то новое, то это понятно, надо создавать где-то с чистого листа, в принципе, очень много рисков, да, ты не знаешь, где плюсы, где минусы, приходится все нащупывать и заново выстраивать. А когда уже это годами выстроенный какой-то механизм, ты знаешь, там ты можешь там сократить какие-то расходы за счет того, ты можешь позволить себе то. Это я примитивно говорю, риски, по крайней мере, более-менее уже ясны. Понятно, что всегда бывает форс-мажор. Но когда ты идешь в новое, там вообще все новое, все полностью, один сплошной риск. Тут как-то вот я не могу понять, почему-то мне подсвечивают, показывают этих женщин, которые испытали много боли, разочарования, стараются выйти из этой ситуации. Опять-таки, повторюсь, как хотят свою жизнь наладить, так как они этого хотят. Идти работать, там, может быть, во что-то новое. Больше как будто бы выйти из каких-то тоже как ограничений. Как какие-то, может, единомышленники ваши. Почему-то мне очень похожа какая-то энергетика. Опять-таки, страхи же, я повторюсь, связано с тем, что тут как механизм уже все работает, а тут вот эти страхи, шторм, эмоционально как будто бы штормит, понятно. Тут карта шабаш, марионетка. Так, шабаш. Где-то не хватает даже этим женщинам, может быть, не хватает поддержки, но они в этом очень нуждаются. При этом есть такой какой-то страх у этих женщин, что они, как будто бы вырвавшись из-под, допустим, одного какого-то там, то ли гиперконтроля, да, то ли навязывания, вот, допустим, если они проживают в семье, да, и идет как ощущение, как будто бы им навязывают чужие сценарии, они живут не своей жизнью. Вот тут как будто бы марионетка. Это женщина, которая дергает вот тут, куколка, да, дергает за ниточки, и она выполняет чужую волю. То есть живет не своей жизнью. Вот тут как будто есть такой страх, что вырвавшись из одного чего-то, они могут попасть как будто бы еще во что-то очень похожее. Вот я не знаю, девочки, почему-то вас воспринимают как кого-то как психолога, прям, как единомышленника, как женщину смотрят на вас, и им кажется, что вы можете там преодолевать какие-то трудности, менять свою судьбу. Они на вас смотрят, грезят в данном контексте, наверное, лучше перефразировать будет женщину, с которой берут пример, женщину, которая восхищается, которая прислушивается, женщина, которая вот своей жизнью, своим каким-то вот примером, поступками заставляет других тоже как-то пытаться хоть взять управление собственной судьбой, вот эти вот в собственные руки. Правильно? По штурвалу. Карта шабаш, не боясь при этом никаких вот этих вот каких-то рисков. И я не говорю, что бесшабашно. Тут карта шабаш, да. Бесшабашно не нужно, конечно, это. Правда, можешь из огня в полымя попасть. Вот этого многие тут и опасаются. Но как будто бы, в принципе, энергия еще есть на то, чтобы свою жизнь изменить. Может быть, они присматриваются к вам опять-таки и анализируют. Ага, у нее это получилось, может, и у меня это получится.
Ах, женщина, женщина. При этом я должна это озвучить. Эта карта вообще из магической колоды, но часто я ее так и считываю. Это зависть, девочки, по этой карте. У них зависть. Но зависть тут к чему? Зависть может быть к вашей какой-то смелости. Смелость в чем? В том, что вы, может, где-то рискуете, где-то идете во что-то новое. Смелость, опять-таки, выйти за рамки чего-либо. Даже не может быть, смелость вашу воспринимает как то, что вы где-то, они так это считывают. Не боитесь какого-то осуждения, пересудов, где-то пойти в разрез общественному этому мнению, стандартов каких-то. Вот тут такое идет. Вот вообще люди этому завидуют, женщины. Поэтому расклад я как-то по-другому буду называть, потому что он не совсем соответствует. Ну, интересно, я тоже думаю, это интересно, когда какая-то информация такая приходит. Это не совсем та информация, которую, в принципе, я ожидала, да, увидеть. Ну, вкладываешь как будто бы один посыл, да, наша грезит, это, по идее, как мужчина. А тут конкретно женщины, которые, вот тут правда, как сла стараются брать пример. Так, готовы ли сделать первый шаг, я даже не знаю. Готовы ли эти женщины, то ли, получается, в своей жизни сделать первый шаг, или в отношении с вами как-то. Ой, а женщины эти страхи, тут карта страхи из другой колоды. Ой, они тут готовы даже, наверное, идти на какую-то конфронтацию, оппозиция, страх им бороться. Ух ты, ё-моё, карты, смотрите, какие интересные. Карта хамелеон и карта тень. Женщины стараются, тут страхи заставляют их приспосабливаться. Но все равно рано или поздно приходит момент, когда вот это вот у каждого из нас есть теневая сторона. И когда мы это не в себе не признаем, да, это может выйти из-под контроля, это может быть вообще разрушительно для нашей жизни. Нужно вовремя, ну, сориентироваться, вовремя задать себе вопрос, чего истинно ты хочешь, да, потому что отрекаясь от этого, ну, ты зачеркиваешь половину себя. Тут карта говорит, как будто бы, когда ты осознаешь свою тень, проработаешь это, примешь какие-то положительные вопросы, моменты есть, у всего есть тут принятие этой ситуации. Тут как будто бы идет поддержка высших сил. Так, поддержка высших сил. Может быть, и наладится что-то у девочек, и правда. Так, сейчас я быстренько. Тут у многих жертвенная позиция. Девочки все время как будто бы соглашаются с каким-то навязанным, правда, сценарием. Королева воды. Заслуживают любовь. Это вот, смотрите, изображена девушка под дождем, да? Красивая, роскошная. Но вот эта вот позиция, я буду стоять под этим проливным ливнем, пока любимый там где-то порешает свои дела, пока наконец-то он там до чего-то созреет. Это позиция ожидания и, ну, жертва, все, пассив какой-то. Говорят, как будто бы вот эта игра, это нужно заново все переиграть, заново рождение новой себя. У кого-то сделать первый шаг даже к изменениям. Карта алкоголь. У кого-то тут может быть проблема с алкоголем в том плане, что людям проще где-то уходить вот в алкоголь и забываться, и где-то это все не о вас, это я сейчас не о вас, это я почему мне так вот эти люди вышли, вот я их и читаю, что кому-то проще где-то забыться, перенаправить для того, чтобы расслабиться, где-то не прояснять до конца ситуацию, вот такое как будто бы. Но карта смерть говорит о том, что рано или поздно вот вы маячите у этих женщин как привидение перед глазами, и это все равно рано или поздно заставляет этих женщин по карте смерть трансформироваться, меняться. Тут даже делать первый шаг к самим себе, к самой себе. Вот тут как-то так. Так что хотите вы, не хотите, но вы являетесь для них каким-то примером женщины, которая смогла, решилась, или, по крайней мере, вы обладаете какими-то такими в их представлении качествами, навыками, и вы смелая какая-то, вот такое вот, и они вас такой считывают. Так, еще пару вопросов. Эти люди грезят вами. Основное, почему они, ну, в данном случае, да, берут с вас пример, ориентируются на вас. Почему?
эти женщины. Они 100% вам верят. Где-то карта мораль. Они воспринимают вас человека, а тут открытые ладони. Человек, который несет добро, свет, может быть, может их чему-то, опять-таки, научить. Тут своим примером, своими какими-то поступками. Вот почему они вот к вам так относятся. Девочки, вот это лишний раз дает вам как подсказку. Вы, если там надумали идти по какой-то, сделали выбор в сторону чего-либо, и уже это как будто вы начинаете первые шажочки, вы все правильно делаете. Вот даже вот это вот какая-то ментальная поддержка этих женщин. Может быть, они с надеждой на вас смотрят и думают, вот у нее вот это сейчас получится, тогда, может быть, и я посмотрю на нее и точно так сделаю, да. Вот я посмотрела, как она там, допустим, что-то там через терник к звездам. А она же тоже из плоти, из крови. Она же тоже, у нее же тоже были страхи, сомнения. Вот тут как будто бы девочки на вас тоже, я говорю, как с оглядкой на вас как-то. И незримо как-то и они вам дают эту поддержку где-то, но вы для них являетесь этой огромной поддержкой. Тут ориентир прямо какой-то. Ой, хороший, мне прям интересно. О чем это? Напишите. Ну да, вот смотрите, они вас видят вот такой музой, яркой, вдохновляющей, харизматичной. Пусть у вас там иногда и руки эти опускаются, но вы в их восприятии. Женщина, допустим, женщина-праздник, женщина, которая где-то делает сама себя, женщина, которая, тут у вас какой-то механизм самоочищения, наполнения, энергетически очень наполненный человек. Но они прекрасно понимают, что вы тоже не манной небесной питаетесь, что у вас тоже есть какие-то страхи, там, опасения, свои какие-то проблемы. Ну вот они на вас смотрят и говорят, блин, она может, она молодец, значит и я смогу. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.